Всем привет! В сегодняшнем видеообзоре хочу вам показать, как легко задекорировать подсвечники на новогодний стол. Эти подсвечники в высоту 25 сантиметров и основание у них диаметром 7 сантиметров. Декорировать подсвечники я буду мелким декором. Это вот такие олени и мини-елки в белом цвете. Также елочными шарами диаметром 3 сантиметра, бусинками и елочными шишками. Надеюсь, видеообзор будет для вас полезным и интересным. Приятного просмотра! Для декора подсвечников я взяла еловые лапки длиной 9 см и 12 см. Разная длина еловых лапок будет придавать натуральность в декоре подсвечников. Весь декор на подсвечниках я буду клеить с помощью горячего клея. Клеить еловые лапки я буду по кругу у верхнего основания. Далее видео я ускорю, но все важные моменты буду озвучивать. Ссылки на декор, который я заказывала с AliExpress, оставлю в описании под видео. Еловые лапки приклеены, теперь их можно декорировать. Поверх еловых лапок у основания, где будет стоять свеча, я добавлю несколько елочных игрушек. А по самим еловым лапкам я раскидаю мелкие бусинки. Проволоку от них отрежу, так поверхности лучше между собой скрепятся. Много бусинок я не буду добавлять, добавлю по одной бусинке на каждую лапку и еще пару штук у основания. Далее на лапки я добавлю елочные игрушки, шары в глиттере, серебряные, шишки матовые и серебряные и шары белого цвета. Фиксировать игрушки я пока не буду, чтобы в дальнейшем была возможность их поменять. Далее добавлю игрушки наверх еловых лапок у основания. Затем добавлю декор на нижнюю платформу подсвечников. Я решила украсить низ подсвечников двумя оленями, двумя елками и такими же бусинками, которые расположились на еловых лапках. У мини-елочек я убрала деревянную основу, так как она выступала за пределы основания подсвечника. Для того, чтобы елочки лучше держались на подсвечнике, нанесу клей на низ елки и на бок елки. И вот такой милый декор получился. И еще добавлю сюда мелкие бусинки. Подсвечники почти готовы, и меня устраивает расположение елочных игрушек на еловых лапках. Значит, теперь их можно зафиксировать. Фиксировать их буду с помощью горячего клея и также с помощью ножниц уберу торчащие нитки от узелков. Клея добавляю совсем чуть-чуть, чтобы его не было видно, и сразу прижимаю. И вот такие новогодние подсвечники получились. И на подсвечники я тоже решила добавить искусственный снег, как и на венок. Использовала вот такой искусственный снег, сделан в Германии, и качество в принципе у него неплохое. По крайней мере, он не осыпается так быстро, как остальной искусственный снег. А далее в видео я покажу вам подсвечники с другого ракурса в полную высоту. И вот так подсвечники смотрятся со стороны. Мне очень нравится. С такими подсвечниками
подстилками на праздничном столе будет маленькая сказка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такой вариант декора подсвечников. Буду ждать от вас обратную связь. И на сегодня это все. Спасибо вам большое за просмотр данного видео. Надеюсь, видеообзор был для вас полезным и интересным. И если у вас остались еще какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. До новых встреч на канале. Всем пока!